19 января на календаре, а это значит, что завтра действующим президентом США станет Дональд Трамп. Как вы знаете из многочисленных новостных статей, обе стороны обсуждаемой нами войны очень рассчитывают на него и связывают ожидаемые изменения в войне именно с его приходом к власти. Мы чуть позже сегодня с вами еще поговорим об этом немного в контексте кандидатуры на пост министра обороны США. А пока что я приветствую вас на очередной итоговой сводке за неделю. Спасибо, что продолжаете смотреть их, я это очень ценю. Неделю назад я говорил, что поселок Великая Новоселка находится в полуокружении, и к концу января территория этого кармана может быть захвачена полностью. За эту неделю российские войска сделали следующий шаг в этом направлении, захватив поселки Нескучное и Времевка. Причем ситуация там не развивалась в течение недели, а резко поменялась за сутки-двое. Отдельно это вызывает беспокойство из-за географии. На данный момент нет ни одной дороги для отхода украинских войск из поселка. Можно двигаться только по пересеченной местности, по полям. Но это довольно затруднительно, потому что позади позиции российских войск, а со всех остальных сторон населенный пункт окружен реками Мокрые Елы и Кашлагач. Повторю то, что я когда-то говорил в контексте боев за Глушковский район Курской области, который с северной стороны ограничен рекой Сейм. Такие мелкие реки не являются абсолютной преградой. Если придется прям спешно уходить из района, то реку можно будет пересечь вплавь. Правда, придется побросать большую часть техники. Также значительно продвинулись российские войска в Кураховском районе, где продолжаются бои за поселок Дачное, к западу от города Курахово. Поселок Янтарное в долине реки Сухие Елы, который я упоминал на прошлой сводке, уже захвачен. Стремясь окружить украинские войска, российские подразделения двигаются со стороны поселка Шевченко в сторону Андреевки, где есть переправа через реку Волча с дальнейшим выходом на трассу в сторону Дачного. Наблюдая за ходом боевых действий в центральной части Донецкой области, я выделяю для себя, скажем так, два полюса. Первый – это город Покровск, атаку в сторону которого мы обсудим чуть позже. А второй – это город Константиновка. И именно с Константиновкой я связываю резко усилившиеся в последнее время бои за Часов Яр и Торецк. Захват Часова Яра даст возможность в будущем атаковать Константиновку с северо-востока, а захват Торецка даст возможность атаковать Константиновку с юго-востока. В Часовом Яру на этой неделе российские войска заметно продвинулись и захватили территорию огнеупорного комбината в центральной части города. Город Торецк захвачен практически полностью. Из всех его районов поступают кадры боев. Что касается первого упомянутого полюса, то есть города Покровска, и операции по его окружению, то российские подразделения смогли достичь некоторого продвижения на всем западном фланге атаки. Но что важнее, они дошли до поселка Котлино, через который со стороны Днепропетровской области идет автомобильная и железная дорога на Покровск. То есть один из путей снабжения ВСУ. Теперь этот путь перерезан. Также в районе Котлина расположены некоторые из шахт компании Метинвест Рената Ахметова, которые добывали коксующийся уголь. Из-за развития боевых действий все шахты в районе Покровска были остановлены, а сотрудники оттуда эвакуированы. Некоторые шахты были заминированы, а некоторые, как говорят, даже уже подорваны. Остановка этих шахт является довольно чувствительной для Украины, потому что они добывали 90% коксующегося угля, который нужен сталелитейной промышленности для производства стали. В 2023 году покровские шахты дали 3,5 миллиона тонн кокса, что позволило Украине в 2024 году выпустить чуть более 7,5 миллионов тонн стали. 72% экспорта украинской стали покупает Евросоюз, что в прошлом году дало бюджету доход 4,4 миллиарда долларов. А это делает экспорт стали вторым по доходам бюджета после сельского хозяйства. Теперь придется импортировать коксующийся уголь из Америки, чтобы производить сталь дальше. Но проблема в том, что он на 30% дороже. Таким образом, Покровск важен не только в контексте логистических возможностей украинской армии, но и экономически. Кстати, район поселка Котлино обороняет та самая 155-я механизированная бригада ВСУ, которая не так давно попала в новостные заголовки из-за проблем с дезертирством военных и ошибками управления бригадой. Напомню, что у Покровской операции есть еще восточный фланг, в районе Воздвиженки. В плане продвижения с закреплением на позициях он никак не изменился за неделю. Однако, в прошедшее воскресенье главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал в своем телеграм-канале видеокомпиляцию кадров боев. И один из кусков этого видео был геолоцирован на автомобильной развязке Северной Воздвиженки на трассе, соединяющей Покровск и Константиновку. На этом фрагменте видео мы видим, как украинские силы наносят удары по российской технике, движущейся по дороге. И отсюда можно сделать вывод, что данная дорога больше не пригодна для снабжения. Курская область все начало года показывает, насколько эта война нелинейна.
как один и тот же участок фронта может то вспыхивать, то замолкать. Первая сводка в этом году на этом канале, 5 января. И я говорю, изменений по Курской области за праздничные дни вообще никаких. Вторая неделя, итоги которой были опубликованы в прошлое воскресенье. Одновременное украинское и российское наступление. Заметное продвижение. Третья неделя, итоги которой я сейчас и озвучиваю. Опять тишина в Курской области. Ну, то есть бои-то, конечно, есть, но продвижений ни у той, ни у другой стороны нету. Поэтому пытаться экстраполировать данные одного периода на все последующие, например, темпа продвижения российской армии в декабре на весь 25 год, абсолютно бесполезно. Это так не работает. Кстати, помните все те разговоры про то, что якобы Путин поставил задачу освободить Курскую область к 20 января? Так вот, дедлайн уже завтра. По части приграничных областей России я считаю важным еще осветить новость про гибель срочников в Брянской области. Как я не раз говорил в сводках, срочников будут продолжать посылать на границу, тем самым принуждая опосредованно участвовать в войне. Кто-то из них стоит на блокпостах вдоль границы, кто-то выполняет тыловые функции в полевых лагерях. И вот 20-летний Александр, военнослужащий срочной службы, таким образом оказался в районе поселка Балышовка Брянской области, где попал под минометный обстрел и погиб. До весеннего призыва еще не скоро. По графику он начнется только 1 апреля. Но, как я это говорил и во время осеннего призыва, скажу, что в нынешние времена нужно уклоняться в том числе от срочной службы. Это очень рискованно для жизни. Знаете, какая лучшая в мире армия с точки зрения военной медицины, спасения своих раненых солдат? Это армия Северной Кореи. По крайней мере, если верить заявлениям южнокорейской разведки. Окей, да, они не сказали так прямо, но они озвучили данные потерь КНДР в Курской области. По их данным, на данный момент подразделения корейских военнослужащих потеряли в Курской области 300 человек убитыми и 2700 ранеными. Получается, что по их данным на одного убитого корейского солдата приходится аж 9 раненых. Чем лучше у тебя медицина на войне, скорость эвакуации раненых, тем больше раненых будет приходиться на одного убитого. Потому что больше раненых вы будете успевать спасти. И меньше их количество будет протекать в категорию убитых. По разным оценкам, у российской армии в этой войне соотношение составляет 1 к 3, 1 к 4. У украинской армии 1 к 4, 1 к 5. У американской армии в Ираке и Афганистане соотношение было 1 к 5, 1 к 6. И вот, оставляя всех далеко позади, внезапно вырывается в категорию лучших армий мира армия Северной Кореи. Ну, конечно, такого не может быть. Это соотношение нам говорит только о том, что заявленные цифры сильно искажены. К слову, в декабре южнокорейская разведка заявляла еще более невероятное соотношение – 1 к 10, сказав, что КНДР потеряла в Курской области 100 человек убитыми и 1000 ранеными. Так что такие заявления я не воспринимаю всерьез. В конце прошлой недели произошло важное событие, которое не успело попасть в прошлую сводку. Судя по всему, на фронте появился северокорейский зенитно-ракетный комплекс. И началось все с того, что ряд пророссийских телеграм-каналов опубликовал видео нанесения удара по, как они пишут, радиолокационной системе западного производства. Некоторые телеграм-каналы писали, что это произошло на Курском направлении, другие писали, что это на Сумском направлении. По опубликованному скриншоту мы, как и некоторые другие исследователи, опознали в этой РЛСке северокорейский зенитно-ракетный комплекс, который впервые был показан на параде в Пхеньяне в 2020 году. По меркам изучения армии КНДР, это настолько недавно, что у этого комплекса пока что даже нет условного наименования. На сайте проекта «Орикс», в который в былые года был также известен своим детальным изучением армии Северной Кореи, можно найти этот комплекс под названием «Неизвестный зенитно-ракетный комплекс». Учитывая сложившуюся практику присвоения условных наименований северокорейской военной техники, скорее всего, он получит наименование М-2020, поскольку впервые был представлен в 2020 году. По внешним признакам он отдаленно напоминает российский комплекс противовоздушной обороны ближнего радиуса действия ТОР. ТОР умеет поражать цели на дальности до 15 км и на высоте до 10 км. Характеристики корейского комплекса, конечно, неизвестны. И меня тут интересуют два вопроса. Сколько их поставили и кто ими управляет? Если ими управляют корейские ПВОшники, то я на месте военных летчиков России держался бы подальше от района работы этого комплекса. Особенно на фоне недавнего инцидента с азербайджанским самолетом. Причем там-то это был российский экипаж на комплексе «Панцирь-С1», а тут, возможно, корейский экипаж. Соответственно, языковой барьер и хуже координация между разными видами войск. В
Впрочем, и без корейцев российское ПВО регулярно сбивает российские же военные борты. У близкого к российской военной авиации, автора телеграм-канала Fighter Bomber, это прям постоянная рубрика. Вот на днях впервые стало известно о приговоре российскому ПВОшнику за огонь по своим. Военный суд Севастополя приговорил к 3 годам колонии Игоря Пашкова, служившего старшим помощником оперативного дежурного командного пункта одной из частей ПВО, дислоцированных в Крыму. 18 октября 2023 года во время дежурства он не перепроверил данные о низколетящей цели и передал руководству сообщение о необходимости ее уничтожить. Этой целью оказался военный вертолет Ми-8. Кстати, сбили его как раз из комплекса ТОР. В результате сбития 3 члена экипажа вертолета погибли. В пятницу в Москве прошла встреча между президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом России Владимиром Путиным. Они подписали договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Текст этого договора опубликован. В отличие от похожего договора с Северной Кореей, в этом договоре нет никаких обязанностей о взаимной обороне. То есть, если нападут на Северную Корею, то Россия по договору обязана будет включиться в войну и защитить соседа. А вот если нападут на Иран, то такой обязанности нету. Отчасти это связано с тем, что КНДР – это ядерная держава, поэтому на нее никто нападать не будет. А вот у Ирана ядерного оружия нету. При этом риски вооруженного конфликта у Ирана заметны. Впереди приход к власти Трампа, а значит новое давление, санкции и кто знает что еще. Так что ну его нафиг подписываться под участие в очередном военном конфликте. Путину таким соглашением нужно было показать, что наши связи укрепляются, и мы стратегические партнеры. Ирану же в условиях своих внутренних проблем с Хезболлой, Израилем, нужно было показать, что у них есть крупные партнеры. Причем у России и Ирана такое соглашение уже было заключено еще в 2001 году. И если сравнить тексты двух соглашений, то ничем таким принципиально новым они не отличаются. Никакого нового уровня в отношениях не достигнуто. Этим новым соглашением две страны как бы показывают, что Трамп не сможет нести раскол между ними. Плюс для Путина важно сохранить хоть какие-то рычаги влияния на Израиль, поскольку в том числе через Израиль он может о чем-то договориться с администрацией Трампа. А рычаги давления заключаются в том, что если условно Израиль как-то не идет на уступки России, то мы дополнительно поставляем Ирану, например, самолеты Су-35 или системы ПВО. То есть сейчас соглашение с Ираном такое формальное, но Россия всегда может сделать больше в будущем. Я сегодня уже упоминал 155-ю механизированную бригаду ВСУ. Так вот, после долгих обсуждений, скандалов вокруг того, как используются свеженабираемые люди, Владимир Зеленский провел совещание Ставки Верховного Главнокомандующего, по итогам которой принял решение остановить формирование новых бригад в вооруженных силах Украины. Теперь все набираемые люди будут направляться на пополнение потерь в уже существующие опытные бригады. Это ровно то, к чему и призывали многие военные эксперты и журналисты на протяжении последних нескольких месяцев. И у меня в связи с этим возникает вопрос: а какого рода информацию о потерях получает высшее руководство Украины? Если это такого же рода информация, которая часто наносится в паблик, которую мы часто слышали из набившего оскомину телемарафона, что российские потери максимальные, а украинские минимальные, то тогда я понимаю, почему так распоряжались набираемыми людьми. Если тебе армейские командиры докладывают, что потери не критичные, то да, ты очевидно решишь, что тогда из набираемых людей можно начать формировать резервы, то есть новые бригады. А в итоге это еще больше ухудшило ситуацию. Плюс затянули с вопросом ужесточения мобилизации. Еще у меня возникает вопрос: откуда изначально взялась цифра в 14 новых бригад? И я прекрасно помню тот момент, когда летом прошлого года мы уже вовсю говорили о дефиците личного состава ВСУ. И тут внезапно Владимир Зеленский заявляет, что Украина формирует 14 новых бригад. Я тогда прямо опешил. А как их набрать-то? Да и даже если каким-то чудом набрать людей на 14 бригад, то где оружие и технику брать? Никто не давал обещаний на поставки такого количества вооружений, чтобы 14 бригад вооружить. Напомню, что обычно одна бригада – это примерно 3,5-4,5 тысячи человек. Короче, погоню за красивой отчетностью, ложь руководству, все эти советские привычки надо искоренять, потому что они приводят к тяжелым последствиям для страны. Во вторник состоялись первые слушания в Конгрессе вокруг назначения Пита Хексета следующим министром обороны США. Я не хочу уподобляться российским пропагандистам с фразами в духе «а вот у них». Вопросы кандидатуры министра обороны США я сейчас поднимаю только потому, что наряду с Трампом он будет определять политику Штатов относительно России, Украины и войны.
Прошедшие слушания были не окончательными. Само назначение министра обороны произойдет уже после инаугурации Трампа, скорее всего, в среду или четверг. И несмотря на все спорные моменты его кандидатуры, скорее всего, он будет утвержден. О взглядах Трампа на военную политику США, на войну между Россией и Украиной мы хоть что-то, но знаем. Да, сложно предугадать, что взбредет Трампа в голову через неделю или месяц. Но плюс-минус мы понимаем, как он смотрит на Путина, как он смотрит на Зеленского и как армия США должна вести себя своими партнерами и соперниками. А что же с Питом Хексетом? Я не буду сейчас снова перечислять все обвинения против него касательно сексуальных домогательств, алкоголизма, финансовых махинаций. Если хотите, просто погуглите про все это. Просто напомню, что да, у Пита есть боевой опыт. Он служил в Нацгвардии, прошел Ирак и Афганистан. Правда, высоких позиций он не занимал. На пике своей военной карьеры он командовал пехотным подразделением размером около 150-200 человек, что является стандартным размером для таких единиц, как рота. В Ираке он был командиром взвода, отвечал за операции небольшой группы солдат. В Афганистане он был офицером штаба, занимался координацией операций. Также какое-то время он прослужил в Гуантанамо, охраняя заключенных террористов. В резерв он вышел в звании капитана. Да, по сравнению с российскими министрами обороны, у Пита опыт ого-го. Да не то что боевой опыт. В целом, последним министром обороны России, который служил, был Сергей Иванов. И то он служил в КГБ, а не в армии до поста министра. Впрочем, служба в КГБ и современной ФСБ тоже является военной службой. А последним министром обороны России с настоящей службой в армии до назначения министром был Игорь Сергеев, который закончил 2 военные академии и занимал руководящие позиции в ракетных войсках стратегического назначения. Так вот, возвращаемся к Питу. У него не то что военная служба, у него прям настоящий опыт боевых действий есть. И в своей вступительной речи на слушаниях в Конгрессе он отдельно на это упирал. Мол, пора назначить на должность министра человека, у которого, цитирую, есть пыль на ботинках. Имеется в виду, что надо назначить человека, у которого есть реальный боевой опыт. На самом деле, это не совсем корректное высказывание Пита, потому что он не будет первым министром обороны США с настоящим боевым опытом. Действующий министр обороны Ллойд Остин командовал американскими войсками во время начального вторжения в Ирак. Первый министр обороны во время первого срока Трампа, Джим Мэттис, воевал в Персидском заливе и позже вышел в отставку в звании 4-звездного генерала. Последний глава Пентагона при первом сроке Трампа, Крис Миллер, проходил службу в спецназе армии США и участвовал в многочисленных операциях в Ираке и Афганистане, выйдя в отставку в звании полковника. Чак Хейгл, служивший при Бараке Обаме, был первым бывшим солдатом срочной службы, ставшим министром обороны. Он служил сержантом на передовой во Вьетнаме. Да, в Америке были времена, когда армия у них не была контрактной. Кстати, интересный факт. Знаете, почему Чак Хейгл подал в отставку с поста министра обороны в 2014 году? Потому что Барак Обама отказался отдать приказ о нанесении ракетного удара по Дамаску, несмотря на то, что сирийские войска применили против оппозиции отравляющий газ, в результате чего пострадали сотни гражданских лиц. То есть сирийские власти перешли красную черту, объявленную ранее самим Обамой. Как видите, некоторые вещи прямо-таки становятся традицией. И все же вернемся к Хексету. Во время таких слушаний по очереди то сенатору-республиканцу, то сенатору-демократу дается право задать вопросы кандидату. При этом каждый сенатор ограничен 7 минутами на дискуссию с претендентом на высокую должность. Самый интересный момент в этих слушаниях начался, когда слово дали сенатору от штата Иллинойс, Тэмми Дакворт, который представляет Демократическую партию. Кстати, как и Пит Хексет, она служила в Национальной гвардии. Правда, она выше его по званию. Она подполковник, а он сейчас уже майор. Как и Пит, она служила в Ираке, где была пилотом вертолета Black Hawk. Во время одной из миссий ее вертолет был подбит из гранатомета, в результате чего она лишилась обеих ног. Несмотря на это, она продолжила службу уже в административных и учебных ролях и вышла в запас только в 2014 году. Короче, у нее настоящего боевого опыта даже побольше, чем у будущего министра обороны. Да и прослужила она 22 года, тогда как Пит только 12. Так вот, расспрашивая Пита, Тэмми зацепилась за его фразу из вступительной речи, когда он сказал: «Мы будем работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы сдерживать коммунистическую китайскую угрозу в Индо-Тихоокеанском регионе». И поэтому она спросила его, может ли он назвать страны, входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, или хотя бы их количество. На это Пит Хексет ответил: «Я знаю, что у нас есть союзники в Южной Корее и Японии,
а также в AUKUS с Австралией. Я тут отмечу, что AUKUS – это военно-политический блок, образованный Австралией, Великобританией и США. Собственно, AUKUS – это акроним по названию стран-членов, то есть A, UK, US. Деятельность этого блока направлена на противодействие Китая в акватории Южно-Китайского моря. Но ни одна из этих трех стран не входит в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, про которую спрашивал Дагфорд. В нее входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. И эта ассоциация очень важна для США как раз для противодействия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Из того, что можно отнести к теме войны России и Украины, я бы процитировал слова Пита Хексета из его вступительной речи. Сразу после его слов про противостояние китайской угрозе в Индо-Тихоокеанском регионе он сказал: «И, наконец, мы ответственно завершим войны, чтобы обеспечить приоритетное использование наших ресурсов для переориентации на более серьезные угрозы». И в целом вся вступительная часть его речи была такой воинственной. Он это подчеркивал, говоря, что Трамп поставил ему задачу восстановить воинский дух в Пентагоне и вернуть Пентагон к ведению войны. Подводя итог, ничего хорошего в контексте войны России и Украины от такого министра обороны я не жду. Как правильно отметила сенатор Дагфорд, противники США очень внимательно сейчас следят за периодом перехода власти в Америке. И любое ощущение того, что Министерством обороны, которое обеспечит американскую безопасность, управляет кто-то, абсолютно неподготовленный к этой работе, ставит Америку под угрозу. Тут уже я ее перефразирую и скажу, что в результате этого Путин чувствует за собой большую силу. Она еще у него спросила, какие есть 3 основных вида соглашений по национальной безопасности, которые подписывает лично министр обороны. На что он ответил: возможно, вы имеете в виду НАТО? Это неправильный ответ. Я не буду вдаваться в длинное объяснение, что и как, и так уже этот раздел сводки получается огромным. Но просто отмечу, что именно центральную роль министра обороны США играет в 3 следующих видах соглашений. Во-первых, это соглашение о статусе сил, которое определяет, как военный персонал может действовать на территории другой страны, например, в Южной Корее. Во-вторых, это соглашение о приобретении и взаимном обеспечении. Это такой вид договора, касающийся совместной логистики. И такое соглашение у США есть, например, с Латвией. И в-третьих, это договоры о сотрудничестве в области торговли вооружениями, которые касаются перемещения или совместного использования оборудования. Например, соглашение о поставке атомных подводных лодок, заключенное США, Великобританией и Австралией. На соглашение, заключенное в рамках блока НАТО, министр обороны США тоже влияет. Но там у него нет настолько главенствующей роли, как в 3 упомянутых ранее видах соглашений. В НАТО у Америки есть свой посол, есть верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, который традиционно является американским генералом. Надеюсь, что вам был интересен этот раздел касательно будущего министра обороны США. Я продолжу следить за всеми перестановками и дискуссиями, но буду стараться включать в сводку только те моменты, которые могут напрямую повлиять на войну России и Украины. Все же не будем превращать это из сводок с войны в сводки американской военной политики. На этом, пожалуй, все. Как всегда, увидимся через неделю. До встречи и пока.